Друзья, всем привет! Вы на канале Team Spirit, это второй влог с Кракова. Сегодня играем с G2 за слот в полуфинале. Что из интересного? Сейчас Данек заберет, и я кое-что интересное расскажу. Идем? Мы тут узнали, что символ города Краков — это дракон. Реально? Да. У нас он в лобби один стоит. Я, конечно, почитал легенду, которая связана с этим всем. Там по легенде дракон жил в пещере и кошмарил город. Там был какой-то чел, герой, который накормил его овцой серой, и дракон то ли взорвался, то ли что. Взорвался. Ой, это первый. Это первый. А что ты на первый идешь? А сок кто забирать будет? А вот это ты верно подметил, Даня. Все это небылицы, сказки. А вдруг я поем и взорвусь? Вот это проверим. Рофл. Рофл, реально. Ржака. Это рофл. Вот, сейчас ребята готовятся, бегают раунды, подготавливаются. Даня смотрит гайды по стендов 2. Чуть позже поедем на арену. Хочешь получать еще больше эмоций от игр Team Spirit? Тогда переходи в телеграм-канал команды и забирай подарок от наших друзей. О, ты моя радость в форме, какой красивый. Бля, хороший человек должно быть много. От души. Все, мы собираемся и едем наконец-таки играть в Counter-Strike. Блин, как я рад! Я так уже соскучился по Counter-Strike. Мне очень хочется уже сыграть официалку. О да, давай. Да, ты че кислик такой? Димас, что не так? Димка, что тебя беспокоит? Данек, здорово. Все нормально, все Гуччи. Какой твой любимый дорогой бренд одежды? Никакого нет любимого бренда одежды. Давай мы не говорим про то, что типа вот покупать, который ты прям покупаешь, но тебе внешне нравится. Balenciaga. Нет. Да? Да. Ты любишь понежнее одежду или более вызывающую? Понежнее. То есть Филипп Пляйн. Боря знает, какой мой любимый бренд. Какой у него любимый бренд? Я же сказал. Вонючки, блин. Пацаны, Даня, спасай! Давай поближе, Держись, Данек. потеснее, ребят, потеснее. Задаваем вопросы, Даня. У нас новый оператор, мне это нравится. В стендов идем? Идем. Диктуй иди. У нас опытный оператор. С снайперским опытом. Сейчас он призумит каждого как нужно. Выходим, команда Spirit первый. Сколько доплачивать будем? What are you doing? He's working for us now. Cameraman. We just started for 1 week. Здорово. Здорово. Чё, как скатались на лифте? Мы в стендов Когда тебя играли. уволили, Никит? Не понял. Да я попросил Данька помочь. Нам отдали его бесплатно. только По-братски. что. Нам- Кого, Все, Даня? Даня отдали, сказал, он может нас снимать целый день. Ты теперь снайпер? Да, все. Димас, ты слышал? Ладно, давай. Все, летим на арену, ребята. Сейчас приедем и будем смотреть, что там. Сегодня еще ТикТок буду снимать какой-то с Даньком. Смешной. Если вам понравится, поставьте на него, пожалуйста, лайк. Так, мы приехали, идем в лаунж. Тут уже все ребята, блин, сидят. Что играем? Первую карту мы будем играть Емшин, вторую Airpass, третью Dust2. Также они экономятся. Так, Андрюха, Да. ты сегодня против кореша своего играешь. Ну там корешей скорее. Корешей? Андрюха очень часто катает фасик с Альварой, с Анпаюсом. Он часто делает что-то на фейсте такое же, что он на официалках делает. Тут вы на EPL играли. Постоянно что-то делает. Да? Да не, он на самом деле больше ноет, что ему, я всегда либо по фану с ним играю, либо у нас кто-то третий в стаке, который тоже троллит игры. Я сижу над ним играю, как он ноет, то что ему наш чел из пати заливает катку. Сейчас серьезный вот вопрос, не касающийся Г2. Пришел Мирик, до этого ты играл на его позиции. Насколько я знаю, он вернулся на свои позиции. Я бы хотел вот спросить у тебя, как поменялся твой стиль игры сейчас? Насколько он тебе комфортен? Ну блин, И но чувствуешь ли я ты бы не сказал, что он свободу сейчас больше? на данный момент он прям значительно сильно поменялся, но он постараюсь прогрессировать в этом плане, чтобы он менялся, скорее, я так сказал бы. И в целом нужно немножко больше времени, потому что не все вещи появляются, которые хочется, чтобы появились. Но типа вроде бы мы нацелены на это, чтобы они появились, поэтому в целом мне это более комфортно, потому что тут немножко больше есть возможность играть более агрессивно или внести под свою позицию какие-то агрессивные
все на мувы, если они в целом будут подходить под нас. Со стороны заметно, что как будто у тебя игра в целом усилилась. Вот с новым составом, с нашим. А потом пишут ребята в комментах, это видно в целом по игре, что на это повлияло. Из-за того, что тебе дают больше простора вот на ту же агрессию, ну, то есть то, что ты можешь сам принять решение. Ну, скорее всего, просто, возможно, более комфортная позиция, потому что в любом случае, как будто и пофиг, что играть, но все равно в любом случае у тебя есть какие-то более комфортные позиции, какие-то нет. И на каких-то ты, допустим, можешь больше раскрываться, а на каких-то нет. И это снова уже все зависит от многих факторов, от той же свободы, от того же пола действий, от твоей роли в течение раунда и так далее. Ну и, конечно же, это зависит от мышки Зои, которая еще не выпущена. Естественно, 100%. Пойдем к ребятам, ждем, пока доиграют Мауза, и пойдем подключаться. Будем катать. Можешь мне рассказать про G2 сегодняшний? Нет. Огромный firepower у них, быстрые, резкие идеи, огромный стратбук, но при этом нужно просто понимать их определенные привычки, то, чем они против тебя играют, и правильно под это подстраиваться, да, все будет нормально. Мы вот первый будем играть Анубис, Да? новый, мы его еще не играли. Ну, как раз потренируем. Вот, я хотел спросить, новое обновление, насколько оно нам на руку пошло со всеми изменениями на карте? Я пока не могу сказать. Надо поиграть официальный матч, посмотреть, как оно будет. Вообще, если говорить про карту Анубис, она всегда была комфортной для нас, но сейчас изменились тайминги, изменились первые 30 секунд, соответственно, изменились ответы. Нужно посмотреть на практике, как оно будет работать. После Мальты у нас не так много времени было, но идея есть. А пикнули они Анубис? Да. А мы пикнули Оверпас. Да. Почему не даст? Потому что даст у нас одна из сильнейших карт, но и также у них. Ну хорошо, ладно, игра покажет. До матча 20 минут Димас решил тюнинг клавы произвести. В смысле, до 20 минут? Сколько? 20 минут. 15, ладно. А, или еще карта одна. В смысле, блядь, еще метр. Ладно, а что ты ругаешься сразу? Ворчать начал, ворчу. Цели никакие не поменялись. Становиться с каждым днем командой более лучше, чем мы есть сейчас. Друг к другу относиться положительно. И карта по ротациям для нас не самая простая, она новая. Нужно посмотреть вообще, как будет работать. Как мы сыграем. Атака с вертым не поймут вообще ни хуя вещая. Team Spirit! Face, cover of donkeys in now, he will go down eventually. Some contact, vision of more bodies to get past, hiding in plain quick, through the incendiary to know, oh, knows about heavy toughness, but guaranteed this one. Running on in, a free down to this line, smoke on the face, a whole lot more with that. Так как в этот раз мы во влог не вставляем тимспики, я решил вам просто показать, как это со стороны выглядит. Можно услышать, как парни общаются. Чисто маленький сник-пик на Анубисе. Мирослав понял, да? Пацаны, если смог камеру, дают под вторую флешку Мирослава, выходим в камеру. Идем-ка так. Я камеру возьму, бомбу дропну. Опускай флешки. Position to flag up a storm. 2 kills Mattis. Traded by Crawley. Find the defuse, especially with the and reacts nicely. Heavy got it. No way. Second time's the charm on the Tennille Clark. Как ты их жестко на эко перерубил вообще, молодец. Что было сейчас в последнем раунде? Я не успел увидеть. Последнее, что я видел, вы остались 3 в 3. Вы запланили, у вас у всех мало хп было. Не, у меня 100 хп было. Да, мы убили всех. Такая прикольная карта была, мне так понравилось. Так, смотрите, сейчас более рациональная карта. Это отыграли за что в конце было набирай, что в начале было за. Shiro ready, so close. Mental picture, and a good tap from Zontix and Hunter. 3 kills deep. Oh, double swinging here on the got heavy, got swinging him with it. They might line up for him. He's lost here in the smoke. He's going to be mad about that, especially if it comes diving under so. But it's Shiro who just pips. Nothing more to show for that. Oh, Shiro doing it all himself. That is an openings. Once in here, just walks in. They're just walking into them. Important from. Spirit picking, Shiro clutching, but Mattis denies. We do need 3 maps. Ты вообще красава. Да бля, мы Интересно стрелял. Что у тебя Ну, случилось? тебе надо full ПК Can переносить. I change my PC? PC. My mouse is lagging. Your mouse is lagging, so what exactly is happening? Let's play. He like disabling for a few seconds, and then I move like it's freeze. Мышка. Она просто у меня выключается, я двигаю, и она фликует. О, реально, Даня новый комп принес.
Непростым получился у нас оверпас. Где-то просто переигрывали, где-то просто перестреливали. Что есть, то есть. Мы переходим сейчас на третью карту, на Decider. Это будет Dust 2. Наша сильная карта, их сильная карта. Будет интересно. Последняя игра, отделяющая нас от плей-оффа, либо от четвертьфинала. Your way and Dante needed us. And a heavy got clear. Does find the first shot, fortunately down. Oh, but they let it go away. Dante takes his bombs. Is here. What's he got? So risky. Whoa, through. What a shot. Awkward shot. Hunter goes down. He does. He's coming. Spam him down. Move wide. He's got a lot more to do. On in. That's re-entry. Just heavy. Donk. Oh, posted long. The shot. Hope this is his. Not going to happen. He's just so quick on it. Plays first though. Huge headshot. Now we got running out. Could be exposed. Yeah. Oh, right. He got T. Does it row. He's got to do it all. Made to work. Blood, sweat, and tears. Поздравляю с полуфиналом. Молодцы, ребята. Как тяжело вам было. Вы такие герои. Это вообще пипец. Ну 522 урона хаешками, это нормально? 600 урона хаешками, это нормально? 600? Да. Ну почти на 500. Наконец-то у меня этот человек на ротации, который гранат кидает. Ты очень сильно включился. Я эйстал, да? На оверпасе. Наконец-то. Эйс был строгий, кстати. У тебя там, знаешь, типа все аспекты правильного снайпера были показаны. Ты типа четкий угол взял, гранату хорошую подкинул, флики жесткие там дал. Даня сделал для меня спейс, короче, он вышел на светлую, причем он очень хайскильную хуйню делал. Он думал, что третий чел накидывает флешку своим, а челы бегут, и он пикает их, типа, чтобы разъебать. А там оказалось так, что у них не было флешки. И он для меня спейс выиграл, и я сдал эйс. А потом еще один раунд был на оверпасе, где я Даньку заруинил. Короче, флешку дал банан, но я вроде сказал, но я, походу, не докинул. И она Данька флешила. И получилось так, что нам дали. Мирик, расскажи, почему тяжело шел оверпас? Прям видно было, что не получались идеи какие-то. И почему Даст оказался таким сложным? Первый бай-раунд я заруинил. Потом, не помню, что там было по раундам, я только помню, что люди очень много попадали колами, неважно, переколили или нет, но в целом, с тактической точки зрения, они справились неплохо вообще в целом в BO3, и мы просто не убивали людей буквально. Можно просто открыться туда, например, тебя за атаку первый ашник не выиграет дуэли, то он автоматически руинит раунды, потому что он отдает опенкиллы много. Ну, я там не знаю, какая у него стата, сколько он реально отдал опенкиллов, но выглядело так, что нас просто убивают и в каких-то моментах попадают колами. И все, так тяжело. А на Дасте как? На Дасте проблема примерно была та же. Они попадали, мы суетились. Это была реально очень грязная игра с большим количеством брака, но они молодцы. Они сыграли лучше, чем я от них ожидал. То есть в каком-то моменте как-то, не знаю, сказать нормально, какая-то тряска появилась, условно, от того, что что-то не получается. Когда что-то не получается, да, это накопительный эффект имеет, и у людей появляется... Конфиденс падает, из-за этого уверенность падает, да, появляется больше просто-напросто брака, то есть происходят ошибки, которые довольно базовые, они не происходят при других обстоятельствах, и при этом люди набирают уверенность против нас, соответственно, выигрывая раунды, и становится тяжело играть. Расскажи про клатч свой. Когда ты 1-2 остался, ты под зигу заплантил. Короче, после того, как я поставил бомбу, я не поймал контакт в КТ сразу, что мне говорило о том, что он был на Б. Я упал в КТ, потому что это позиция, которую, если он идет в КТ, он не выиграет. Если он идет в ЗИК, он ее не дочекает, потому что у него другие вейпоинты, он не должен туда смотреть. Прости, а ты видел его, когда он с КТ пошел на шорт? Потому что у нас дискуссия прям была, заметил ты его или нет. Ты, по-моему, в этот момент уже спрыгнул на буст. Когда я прыгал с аплента в КТ, видел ли я, как он побежал в ЗИГ? Да. Нет, первый раз, когда я понял, где он, это я услышал его в ЗИГе, когда я уже был в КТ. Мой план был в том, что он точно не будет дефать до конца, потому что он будет думать, что я мучусь под ним в рампе, в элеваторе, и он не может дефать до конца точно. Потом, по времени, учитывая то, что он на Б, ему просто не хватало доверия. То, что он дернул 2 раза, и оба раза отстоял. Он дернул 1 раз, второй раз он уже дефал, просто я его не убил, пока он дефал, но там суть была именно в таймере, потому что ему просто не хватит. Ну и я не убил, хотя мог убить, но все равно ему не хватило таймера, хоть и миллиметр, но по итогу. Круто. Сейчас вот играют Vitality Аврора. Это наши потенциальные соперники. Как думаешь, кто победит сегодня? Аврора начала 3-0. А какие карты я не вижу? Ancient Overpass Dust 2. Я бы не сказал, что карты in favor of Aurora, но не знаю. А с кем хотелось больше сыграть? Не все равно. Но если у тебя цель выиграть турнир, тебе все равно против кого играть, потому что тебе все равно придется выиграть всех. Поэтому это не имеет какого-то значения. Да, грамотно сказано. Добавить тут ничего. Мы сейчас, ребята, перекусим, поедем домой в отель. И там
пообщаемся. Будем готовиться к завтрашнему дню. Завтра у нас медика. С 10 утра. Let's go. С первого дня, когда мы сюда приехали после Мальты, я вам говорил, что наша цель – стать более лучшей командой без ожидания на этом турнире. Я думаю, каждый чувствует, что сейчас находиться в этой команде гораздо приятнее, чем это было неделю назад, потому что иерархия голосов, да, много у нас работы и по КС, и по иерархии голосов внутри ТС, но меньше становится сумбура и меньше негативных эмоций. Сегодняшний матч мог сложиться по-разному. Мы могли выиграть 2-0, да, если бы у нас оверпас такой старт не пошел. При этом, если смотреть на Dust 2, да, могли выиграть легко Dust 2, а могли его и проиграть, потому что не возьми Мирослав тот клатч, тяжело играть, да. Надо смотреть, как играть против того, с чем мы столкнулись. Это необычная ситуация, да. Но в овертаймах я могу сказать, что в прошлом у меня было бы уверенности меньше, что мы додавим такой матч после такого обидного клатча. Но здесь вы молодцы, то, что эмоционально никто не посыпался. Все было заебись. Вам нужно идти в своей голове к стабильному эмоциональному состоянию, с которым вы играли группу этого турнира. Это крайне важный момент в этой команде. И придерживаться того, что ваших тиммейтов каждый друг друга должны подбадривать. Это супер важно. Завтра у нас получается медийка, плюс будет короткая индивидуалка. Все можете поиграть в миксы, можете поиграть в ДМ, так как считать нужно. Повторить там гранаты. Кто что-то сказать хочет? Мне Данек жизнь облегчил, когда там в щепки на Дасте говорит, пойдемте там так-то вперед, блядь, авик убьет, проебали. Да, если нет, то мы пошли дали пизду. Единственное, что я могу сказать, это то, что я очень, в принципе, самый эмоциональный человек. И если сравнивать ту же плей-офф в Мальте и сейчас обстановку, даже когда у нас идет все наперекосяк, это достаточно упрощает жизнь. Ну, по крайней мере, мне на сервере, то, что все люди друг друга взаимоуважают и не злятся друг на друга. Это понятное дело, что бывает типа, моментов, это происходит не специально, но этого настолько мало, что этого вообще нет. По ощущению. Гуд, надо этому придерживаться. С проходом в плей-офф молодцы. Ура! Всем привет, сегодня медиадень. Надо песню придумать про медиадень. Медиадень, он опять настал. Медиадень, говна день. Да, он опять настал, он нас всех задолбал. Не, в Counter-Strike он суперзвезда, но только из-за видосов, а не своего надо скилла. понимать, что медиадень на турнирах день говна, а Team Spirit медиадень это класс. Это разные вещи. Да. Ой, у нас сегодня ранний сбор, у нас сборы были Я до не этого. выспался, ни Я тоже вообще не выспался. Еще и погода давит, ребята, вообще в Кракове очень дурацкая погода, противная. Пойдем sit-down делаем. Снеки пожрем пока. Надо чуть-чуть корпорацию эту продать. Do you have a card for second floor, right? Which for second? We need a card. Do you have a card for second floor? Че он нас отправил на второй этаж? А может мы сейчас придем, а там просто практис наш, и мы не пойдем на медик? Ну его затроллим реально в практике. Давай. Она будет стучаться. Идем? А, блин. Hello, ready for interview? Подловила нас. Давай сейчас стрей вправо, стрей вправо. Потому чтобы звук был вот этот, открывание дверей. Будешь бутер здесь хавать? Да, давай. Я Ну достану. чё, давай. А подожди, а когда Данёк? Так может в тачке поедем? По-свински. Поели. Ну и что? Пойдем бутер прям один за столом у него. Пойдем. Ой, друзья, у нас начался медиадень в плей-оффу. Начался он сумбурненько достаточно. По какой причине? Потому что рано нас подняли. Рано мы сегодня встали. Сначала Данька повели на интервью, его там варили минут, наверное, 40, задавали кучу вопросов. ESL что-то готовят, хотят что-то с ним снимать. Потом пришел Барян с Зонтиком, с Мирославом. Они пошли на подкаст. Все это время мы с Владосом сидели в практисе и ждали, пока не закончится, потому что внутри сидеть нельзя. Сейчас мы бахнем по бутерброду и поедем на арену снимать контент какой-то для ESL. И вот Андрюха хотел вам что-то сказать. Ну вот вы поняли вайбы какие, да? Давай. Передаю привет Даньку и Макиду. Все? Ну да. Мы едем, все, мы сели в маршрутку. Данек нам заказал Uber Black Ultimate. Мы выезжаем на арену. вместе, блядь. Вот этот. Ты мне обещал рассказать про книгу. Ага, я не помню. Ты забыл, ты опять не нашел. Он ничего, это к следующему влогу. Не,
А уже следующий Я влог. не помню. Какая тогда последняя книга, которую ты читал, тебе запомнилась вообще в целом? Какой-то отпечаток у тебя отложила? Ну, я говорил уже в влоге. Но, наверное, такого, чтобы что-то... Почему ты не говорил? Когда я тебя последний раз спрашивал про книги, ты сказал, что я не читаю книги, я буду играть в Зельду. Было. Да, ну вот. Из такого, что запомнил «Степной волк». Интересная книжка. Как? «Степной волк». Степной волк. Это интересно. Потом «Игрок». Ну, тоже. Это я про это я говорил во влоге тебе, точно. Я 100% помню. Ну и все. А вот это, я не помню, как называется, но тоже хорошая. Вот. Настолько хорошая, что Сейчас ты я не читаю «Граф запомнил Монте-Кристо». ни название, Не, ну ни про просто что. с названием у меня всегда траблы в целом, но сюжет я помню, но досконально рассказывать не хочу. А вот «Граф Монте-Кристо» я сейчас начинаю читать. Это пока непонятно, но в целом там очень много, там 2 тома вроде. А нонфикшн ты какой-то читал? Нет. Не книжки по психологии? Нет, мне не особо это интересно. Ты читаешь книги? Досуги у Сейчас тебя нет. есть? В принципе, такое. Сейчас нет. Я больше читаю исследования научные вместо книг. Ну, типа там, допустим, по методу, там очень большие книги метаисследования, они в целом по страницам там могут быть как книга, поэтому Ну, примерно то же самое. Да, я знаю. Мы в универе таким занимались, делали эти исследования, что интересно. А из художественного что-то ты читал? Из такого давай, знаешь, ну типа понятно, там что-то могли в школе заставить прочитать. Вот, но то, что отложилось у тебя в памяти, что в душе имеет какую-то полочку вот эту. Философия считается за художество? Ну, философия. Я бы не сказал просто, но в теории, да. Смотря какая. Смотря какая книга. Ну, типа, художественная книга тоже может быть Ну, философская. кстати, есть Достоевский, например, это художественная книга, но при этом она философская, очевидно. Я не читал Достоевского, именно вот чтобы прям книгу. Короче, ты больше по нонфикшену. Я читал, Художественная не допустим, Ницше. Книга называется «Why am I so clever?». А давно ты ее читал? Сколько лет тебе было? Это Мне- достаточно тяжелая литература. Это было 1,5 года назад. Ну, тоже возраст сознательный. Так, а нас тем временем привели в большую пустую комнату белую. Привет, Бэбик. Сейчас мы пойдем снимать пришут того, как пацаны будут выходить на сцену. Но я так понимаю, это будет чисто репетиция сейчас. Да. Нет, это выход. Вы сейчас выходите и до 8 какого там числа, 7 Играем в кем-то. Сегодня мы что делаем? Репетируем. Завтра мы еще репетируем. И послезавтра еще репетируем. So just line up to the right side, so come with me. Let's have you just standing on these first steps here. Сейчас скажем. Куда их отправили? Там тикток сейчас будут снимать, вот эти мужики, которые с ним за это, они больше ничего не умеют. Ты как этим мужикам пришел, я 1,5 минуты с Иксевом говорил, я думал, что, блядь, Андрей. Ребят сейчас на разные точки разводят, все будут делать разное. Я пошел вот с Борей. Мы идем на какую-то штуку для ЕВЦ или от ЕВЦ, пока непонятно. А с нами идет, это он, это Влад. ЕВЦ, мое любимое. А тебе не говорили, что там будет? Что это такое вообще за штука? Ну какая-то штука для ЕВЦ. Исчерпывающе. Мы подходим уже к какой-то штуке для ЕВЦ. В плане напишешь, что просто ЕВЦ, все. Сейчас узнаем. Сейчас мы выходим, там шиша, кальян уже раскурен, такие садимся, сейчас это самое. Так, что тут смотрим? I don't know. What is your max elo? What is your max elo? Much, not much right now. What is your max elo? You don't know what you are doing. Never, never. You know what you're doing here? No. No. I know, so it will be fun. You ready? Yes. О, 55. I'm close. Это как I'm close. Zobaczymy później jak będzie. Good, very nice. After career, next fight. That's actually a good number. Good number. Good number. I know, I'm going to... Have you ever tried? Of course. That's what I meant. Counter start, counter start. No. Just press start. Okay, okay. Okay, we're going through a lot of questions right now. He's going to ask you the 49,9. Мне сделай. Аж что-то хрустнуло. Блять, оно заскальзывает. Да. 47. Okay, guys, we need to start moving to the weather in front and face. So let's just do it like this. So the moment you actually catch it, Yes. turn around to the camera Okay. and show it where you actually caught it, and then it should be fine. Like one take only. Can we do one last thing? That's basically you
asking Pasha, hey Pasha, how many likes does this video need to have for you to sign 3 different Steam accounts? And then he's giving you like an answer. What you said? What is he's asking you. Hey Pasha, first of all, nice to see you here. Hello. Did you arrive here on your bike? I would, but I don't have enough time, so they give me like a plane. Oh, and the weather? Private plane, private jet. Oh, yeah, that's... You have private jet from your country to here? I'm not sure. I don't know. Do you? Все, я Понял. Okay, I would like to ask, so as you can see, we have a new captain. Yeah. Magix is a captain now, and he's young. And we see more young captains on the stage, like Prol and CVE. Now it's Magix. Have you seen the games where he is IGLing? I remember Magic from FPL from many years ago, so I think he's so very experienced. Even he's very, very young. He's ready for, to your team, to winning every tournament, the majors, small tournaments, big tournaments. So guys, you are in very good hands right now. Very good hands. I don't say in very good biceps, but in very good hands. Okay, thank you. Will not bother you anymore. Thank you. My pleasure. Thank you for all the content you filmed with us. All the best. We'll see you on playoffs, right? Yeah. Сделай мне фотку с Тимом. О, начинается. Сделай фотку, давай. Что ты мне тут оставил? Давай. Next fight. Что у них, блядь, Всем здорово. Мы пришли в пресс-зону, где мы даем кучу интервью. Мы согласились на все интервью, потому что во время групповой стадии мы отказывали всем абсолютно. Мы просто проходили мимо всех журналистов и говорили спасибо, до свидания. Сейчас вот. Проблема есть одна, что, допустим, у Бориса 4 интервью. На всех 4 интервью ему задают одни и те же вопросы. Вот он только что сказал, Владос, я даю второе интервью, и меня спрашивают то же самое, что только что спрашивали другие люди. Что поделать? Задавать вопрос самому. Либо себе. Так. Ну не, тут просто нужно это сделать. Сейчас отстреляемся и все. Потом опять ему отказывать. Мы сейчас будем Димасу. Да, конечно, поможем. У нас будет контентик. Сейчас будем Димасу помогать с переводом. Hello. Nice to meet you. How are we doing today? How are we enjoying Intel Extreme Masters Krakow so far? Тебе нравится Краков пока что? I don't know. It's 50-50. We can try to win anyway. Okay. And so recently Team Spirit had a few roster changes. Can you tell me anything about that? How do you feel about that? Что ты ел на завтрак? Нет. Давай. Что тебе подарили? Что это такое? Вот лошадь. А, там лошадь? Да. Тут иероглифы еще. Что там, ты на интервью ворчал что-то? Короче, я прихожу на первое интервью, меня человек спрашивает первый, второй, третий вопрос, потом еще что-то. Прихожу на второе интервью, меня человек задает первый вопрос, точно такой же, как в прошлом. Я вообще Потом второй вопрос задают, точно такой же. Я начал орать, Влад, что за фигня? А потом я, отвечаю ему все равно. Он мне задает третий вопрос, точно такой же. Первые 3 вопроса один в один. Я вообще там чуть с ума не сошел. Поехали. А, все? Бери, мы тоже все брали. Хуя он тебе, давай сдачу ему дай. Все, мы отстрелялись на арене, сделали все, что нужно сделали. Сейчас едем обратно в отель, пойдем снимать с Димасом и Андрюхой слепой КС. Напишите в комментариях, что Никита стал, потом он обижается, что его троллит. Я не обижаюсь, что он меня троллит. Обижается. Я не обижаюсь. Он просто сказал, когда молодой взял камеру, он говорит, найс, у нас новый оператор, мне это нравится. А потом ходит и улыбается мне, говорит, да это шутка. Ну да естественно это шутка, кто на это поведет? А как оказывается нет. Все, ладно. Можно я вперед сяду? Можно. Садись. Ладно? Не, я пошел назад. Все, короче, в отель едем. Все, медиадень подошел к концу. Тяжело сегодня был, много всего сделали, кучу всего сняли. Были моменты, когда там нельзя было снимать, поэтому не смог вам какие-то части этого дня показать, но ничего страшного, я думаю, вы по-любому увидите уже итоговые результаты. Вот вам понравится. Кто-то отдыхает, кто-то катает фасик, вон там Данек с Андреем играют, Димас тоже катает. Завтра у нас будет репетиция, и там уже... Каждый день пойдет прям процесс плотный, жесткий, там уже игры начнутся, открытие, автограф-сессия, короче, куча всего интересного впереди. Вот, но это уже будет в следующем влоге. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы вас очень сильно любим. Скоро увидимся. Пока-пока.